Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу знаменитую популярную модель сумки. Я уверена, вы ее уже узнали. Вязать я буду из рафии. Остановила свой выбор на нити рафия вяжи еще из 100% вискозы. Нить очень нежная и легкая, выполнена из оригинального японского сырья. Вязать я буду в 2 нити, чтобы добиться идеально ровного и красивого узора, как у производителя этого аксессуара сумки. Приготовила 4 мотка по 100 метров. Погонных метров в этой толщине нити мне потребуется 200. Также приготовила ножницы, маркеры в достаточном количестве, крючки 5 и 3 миллиметра. 5-миллиметровым инструментом буду вязать. Сумка получится быстро и просто. 3 мм крючок вспомогательный, его головка должна хорошо проходить в отверстие по фурнитуре. Также у меня есть фурнитура, это верхняя часть сумки, каркас, выполнена из качественного материала, имеет кнопку застежку. Не нужно ломать голову, как изделие будет закрываться. Размер верхней части 42 сантиметра. Также есть донышко в комплекте, оно овальное. По длинной стороне имеет 16 сантиметров в длину, по короткой 15. Все необходимые ссылки, размеры готового изделия, точный расход на него оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Производитель советует не вскрывать упаковку, там моточек стянут под биркой, а достать нить из центра, для того, чтобы клубок не запутал сам себя. Я так и делаю, мне нужно 2 нити одновременно. По своему круглому донышку я уже сделала разметку. Обращаю ваше внимание, здесь есть более длинный край и более короткий край. Дно не круглое, оно овальное. Работать буду тонким крючком. Вот по длинному краю я начинаю вводить нить. Здесь отодвигаю маркер, можно его удалить, отверстия небольшие. Подхватываю двойное сложение нити, аккуратно, чтобы не порвать рафию. Она очень нежная, крючок тонкий. Вытягиваю столбик и провязываю, фиксирую его здесь. Достаточно свободно, не затягиваю. В эту же точку, это центральная точка длинного края донышка, я провязываю добавление, то есть еще один столбик в это же отверстие. Вытягиваю столбик пышно, провязываю. Готово. По длинному краю заготовки у меня будет меньше добавлений, чем по короткому, для того, чтобы добиться нужной формы. Здесь поэтапно показываю вам каждую точку. Край начала ввязываю в полотно, в следующую точку провязываю столбик без добавления. 1 точка, 1 столбик. Готово. Следующую чередую, сюда провязываю 2 столбика в 1 точку, 1, и сюда же аккуратно, стараюсь не травмировать рафию, повторюсь, нить очень нежная, провязываю еще 1 столбик. 4 точка без добавки. 1 отверстие, 1 столбик. У меня заканчивается длинный край моего овала и начинается короткий. Вот сейчас в 11 точек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, я провязываю все точки с добавлениями, то есть в каждое отверстие 2 столбика. Готово. 11 столбиков с добавками непрерывно провязаны. Вот этот короткий поворот. Теперь здесь до центральной точки по длинной стороне я должна отзеркалить добавление этой стороны. Вот она последняя, двойная. Дальше одинарная петля придется сюда, добавка сюда, одинарная здесь. И маркированная точка будет точно так же провязана с добавлением 2 столбика в 1 точку. Продолжаю вот эти 4 точки сейчас мне нужно провязать.
Готово. Больше половины донышка уже обвязано. Это центральная линия по длинному краю. У меня остался поворот по короткому краю овала. И здесь, соответственно, то же самое. Сейчас будет одинарная петля, двойная, одинарная, 11 двойных, одинарная, двойная, одинарная. И круг замкнется. 11 подряд добавлений провязано, и в центральную часть, вершину поворота, я возвращаю маркер, чтобы удобнее было ориентироваться. Здесь завершаю круг обвязки. Сейчас у меня петля 1 в одну точку, дальше добавка, то есть 2 столбика в одну точку, первый, и сюда же ввожу крючок второй. И завершается круг одинарной петлей. Еще раз, донышко овальное, имеет короткий край и длинный край. Вот по длинному краю я прочередовала добавление. У меня здесь 1, 2, 3, 4 петли без добавки. По противоположному, соответственно, то же самое. А по короткому повороту овала у меня добавления идут без чередований, 11 подряд с одной и с другой стороны. Сейчас у меня 64 петли в круг. У меня маркированы центральные точки каждого поворота. Я перехожу на работу крючком 5 мм. Вставляю крючок в кромочную точку для соединения рядов. Из ряда в ряд соединять ряды буду одинаково. Увожу рабочую петлю с лица наизнанку через эту точку. Достаточно свободно. Для того, чтобы ввести крючок снова туда же, куда уводится петля, вытягиваю рабочую нить и провязываю. У меня получается первый столбик следующего ряда. Узор будет вязаться полустолбиками. Теперь мне нужно сделать обвитие этого полустолбика. Ныряю крючком за провязанный столбик, подхватываю рабочую нить, фиксирую и провязываю. Готово. Вот так выглядит основной узор полотна из таких вот обвитых полустолбиков. Теперь накид. По основанию пропускаю точку, в следующую точку за обе дужки провязываю полустолбик. И снова делаю его обвитие. Ныряю под него, подхватываю рабочую нить и провязываю. Второй полустолбик готов. Накид. Пропускаю по основанию точку, в следующую за обе дужки провязываю полустолбик с одним накидом. Вяжу достаточно свободно, чтобы петли не были затянутыми. Теперь ныряю в образовавшееся окошко между столбиками, подхватываю рабочую нить и провязываю обвитие. В этом ряду мне точно так же нужно сделать добавления, но они будут формальные, то есть я не буду вязать 2 столбика в одну точку, а просто между какими-то столбиками, это 4, наверное, петли с этой стороны и 4 с этой, 8 добавлений. Не буду пропускать по основанию. Итак, накид. Здесь пропускаю по основанию точку, следующую точку за обе дужки провязываю полустолбик с одним накидом. Тут же не забываю, провязываю его обвитие. И вот оно, формальное добавление. Я делаю накид, не пропускаю точку, а провязываю в следующую кромочную косу полустолбик и делаю его обвитие. Вот так выглядит добавление в этом ряду. Здесь идет закономерность пропусков, здесь нет пропуска между этими столбиками, своего рода добавка. Снова пропускаю, провязываю в следующую точку полустолбик и его обвиваю пряжей. И все эти добавления мне нужно сделать точно так же, ориентируясь на отцентрованные точки, то есть на 4 маркера. Я провязываю еще один полустолбик через одну точку по основанию,
Получается, вот она, центральная маркированная точка, 2 столбика, потом добавление, 2 столбика. И вот в следующую точку пропускаю, провязываю добавление, то есть без пропуска. Первый столбик. И здесь рядом без пропуска второй полустолбик с обвитием. Здесь у меня уже центральная точка, на нее, получается, приходится тоже столбик. Вот здесь по основанию пропускается точка, и в маркированную точку я провязываю полустолбик, далее обвитие. И чтобы относительно этой центральной точки у меня были отцентрованы добавления, вот в следующие 2 точки подряд я должна провязать столбик. Вот, то есть если бы я сложила пополам мою заготовку, они должны быть полностью зеркальны. Накид, пропускаю точку по основанию, провязываю сюда полустолбик, делаю его обвитие. И здесь же фактически провязываю следующий столбик в следующую точку. Своего рода добавление этого ряда. Обвитие. Не забываю каждый столбик провязать обвитием. Вот центральная часть, 2, 2. Далее я должна, как здесь, провязать 2 столбика с отступом и снова добавление. Здесь, значит, первый столбик, с пропуском. Далее накид, пропускаю второй столбик, накид, следующий тоже пропускаю, и здесь уже вяжу подряд. Накид, здесь без пропуска, подряд провязываю столбик. Готово. Что у меня получается? Здесь сейчас мне нужно просто завершить ряд. Он завершится также 3 столбиками с этой стороны, 1, 2, 3 придется на маркированную точку. И соответственно 1, 2, 3, 4 добавления по повороту полностью отзеркаливаю на эту сторону. Здесь точно так же должно быть провязано 4 добавления. И завершаю круг. Второй ряд провязан. Для наглядности я сейчас вставила маркеры в те точки, где у меня в прошлом ряду провязаны добавления. На эти добавления я еще буду ориентироваться, делая добавки в последующем. Вот у меня длинный край овала, это короткий край овала. Добавки сконцентрированы по короткому краю. Здесь и здесь зеркально, обращаю ваше внимание. Соединяю ряды точно так же, нахожу первую кромочную косу, она здесь, увожу петлю наизнанку. Далее у меня будут чередоваться ряды. Следующий ряд будет провязан столбиками без накида. Я вставляю крючок в расстояние в соединении между рядами, подхватываю уведенную петлю и с помощью рабочей нити провязываю столбик без накида. Готово. В рядах, где я вяжу столбики без накида, добавления я не делаю. Сейчас эти маркеры просто провязываю мимо. Дальше я вставляю крючок за обе дужки прямо над столбиком, где у меня было обвитие. Столбик без накида. Дальше в окошко между столбиками. Снова в верхушку столбика за обе дужки. В окошко между столбиками. Так этот ряд вяжу столбиками без накида, чередую. В макушку столбика, в окошко, в макушку за обе дужки. Вот, обращаю ваше внимание, что здесь я провязываю за обе дужки, а здесь просто в окошко. Так по кругу.
У меня завершился ряд столбиками без накида. Вытягиваю нить, вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу петлю наизнанку. Здесь достаточно высоко для того, чтобы сформировать на следующий ряд высоту полустолбика с одним накидом. Здесь сейчас ввожу крючок не в ту точку, куда увела в петлю, а в предыдущем ряду в основание столбика без накида или в шляпку полустолбика сюда, куда провязывались столбики без накида. Вытягиваю нить и провязываю. Так сформировала первый столбик следующего ряда. Получается, что эти столбики будут провязаны здесь, здесь, здесь в шляпку столбика позапрошлого ряда. Сделаю его обвитие. Фиксирую нить и провязываю. Готово. Теперь здесь точно так же пропускаю точку, в следующую точку опускаюсь в предыдущий ряд, здесь, и обвитие. Получается, что я просто игнорирую предыдущий ряд, который был провязан столбиками без накида, и провязываю в их основание полустолбики в текущем ряду. Снова полустолбик и обвитие полустолбика. Теперь что по добавлениям в этом ряду? Вот она ось, которая делит мое изделие по короткому краю поворота. Относительно этих точек должны быть симметричные добавления. Получается, в прошлом, позапрошлом ряду с добавками у меня было 4 добавления с этой стороны на повороте и 4 добавления с этой стороны. На эти добавления я и буду опираться. Делаю в текущем ряду также 4 добавки по повороту этому и 4 по этому. Что интересно, вот эти, которые близко к центральной оси, добавления будут удаляться. Они будут провязаны здесь справа, здесь слева. А вот эти добавления дальние будут приближаться. То есть здесь они будут провязаны слева, а здесь справа, ближе к центральной оси. Сейчас покажу подробно. Здесь накид, пропускаю точку, спускаюсь в предыдущий ряд, полустолбик, обвитие. И вот здесь я уже на маркере. Вот она, добавка позапрошлого ряда. И так как дальние добавления приближаются к центральной оси, здесь я добавление провяжу в столбик, который слева. Накид, спускаюсь в основание столбика, в макушку этого столбика и провязываю полустолбик с накидом и его обвитие. И так как это у меня точка добавления, сюда, в эту же точку, снова провязываю полустолбик и обвитие этого полустолбика. Вот так. Дальше двигаюсь, пропуская точки и ввожу крючок в намеченные петли. Вот здесь снова накид, это пропускается, в следующую спускаюсь в основание. Снова обвитие. И я уже подхожу к маркированной точке. Эти ближние добавления будут удаляться друг от друга. Вот они, 2 столбика. Значит, сейчас добавка провязывается в правый столбик здесь и в левый столбик здесь. Здесь, соответственно, на приближение будет провязано в правый столбик добавления. Итак, здесь добавка, полустолбик, обвитие. И сюда же, в эту же самую точку. Полустолбик и обвитие этого полустолбика. Далее двигаюсь по намеченной схеме. Обращаю ваше внимание, важно, как добавления будут провязаны по этому повороту, по намеченным мной точкам, так они должны будут провязаны и по противоположной стороне. То же самое, от центральной оси эти будут отдаляться, а дальние сближаться. Продолжаю точка за точкой, вставляю крючок в предыдущий ряд
Вот, обращаю ваше внимание, центральная ось. В позапрошлом ряду был один столбик между добавками, здесь уже 1, 2, 3 столбика между добавками. Здесь, соответственно, сближаются добавления и будет провязано оно в правый столбик из двух. Заканчиваю ряд. Здесь для наглядности я уже отпарила заготовку, пряжа раскрылась, стала пышной и послушной. То есть она приобрела ту форму, которую я придала ей при отпаривании. Вот сейчас, пока я провязываю добавление, круг идет на увеличение. По сути, это еще часть донышка изделия. Со следующего ряда полустолбиками я начну делать меньше добавлений. Если здесь было 4 добавки на повороте, то в дальнейшем будет еще 2 ряда с поворотами по 2 добавления. Сейчас я вяжу ряд столбиками без накида. Он промежуточный, здесь нет ни добавлений, никаких сложностей, провязываю, лишь чередуя точки. Сначала вставляю крючок в окошко, потом в шляпку столбика, вот так, за обе дужки. То есть в эту точку через ряд я буду снова вставлять крючок для провязывания узора. Если считать ряды попарно, пара рядов это столбики обвитые, столбики без накида. У меня провязано только 2 пары рядов. В каждой паре рядов я сделала по 4 добавления в ряд. Теперь я перехожу на более редкие добавки. Вот она, центральная ось по короткому краю. С этого поворота были добавления и с этого. Сейчас я крайние добавления от центральной оси просто удаляю. Вынимаю эти маркеры и оставляю их в стороне. Здесь и с этой стороны соответственно. У меня остается по 2 добавления на повороте. И напоминаю, эти добавления, которые были ближе к центральной оси, они уходят от нее в стороны. Вот, обращаю ваше внимание, было добавление в первой паре рядов. Следующая добавка здесь была провязана справа. В этом ряду еще дальше я уйду от центральной оси и провяжу ее в правый столбик предыдущего добавления. Вот здесь сейчас я закреплю маркер, чтобы не пропустить эту точку. Здесь, соответственно, наоборот, так как добавка уходит от центральной оси, вот она первого ряда пары рядов добавления, вот второго ряда добавления, сюда на удаление в левый столбик добавки я буду провязывать добавление в этом ряду, то есть они удаляются друг от друга относительно центра. Здесь то же самое, я переставляю маркеры в те столбики, в которые планирую провязать добавление в следующем ряду. И так далее. Мне потребуется еще 2 пары таких рядов, но в этих парах добавления будут по 2 на каждом повороте. Я уже вышла на вязание своего узора. Накид, напоминаю, провязываю в основание предыдущего столбика я полустолбики с одним накидом. И, конечно же, не забываю сделать обвитие каждого полустолбика. Так я сейчас двигаюсь до маркированного столбика, где делаю по 2 добавки. Здесь работа идет уже по аналогии, поэтому провязываю 2 пары рядов с 2 добавлениями. Сейчас у меня провязано 4 пары рядов, и давайте сверимся. 1, 2, 3, 4 пары по узору, 52 столбика обвитых в круг, это 104 кромочных косы. Обращаю ваше внимание, вот так сейчас выглядит моя заготовка. По поворотам, по короткому краю стенки в разные стороны расходятся, по длинному краю собираются, то есть сумка приобретает уже четкие очертания и необходимую мне форму. Сейчас я выхожу на вязание следующего ряда. У меня здесь обвитые столбики.
Я уже вывела высоту столбика и делаю обвитие. Готово. Так, количество столбиков в ряд у меня не меняется. Мне нужно навязать глубину еще 4 пары рядов. Контролирую провязывание столбиков. Слежу, чтобы не было по полотну ошибок. И продолжаю чередовать ряды. Ряд столбиками с обвитием, ряд столбиками без накида. Еще раз повторюсь, 4 пары рядов. То есть стенки начнут собираться, больше увеличения объема у меня не будет. Также у меня заканчивается пряжа от 2 первых мотков. Соединять рафию я буду самым простым способом. С помощью клея-карандаша расправленную нить склеиваю и обратно группирую в необходимую толщину. У меня провязано 8 пар рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь на 8 паре не довязан ряд столбиками без накида. Он здесь провяжется позже. Немножко укорачиваю нить. Вытягиваю последнюю петлю полностью. Увожу ее в первую кромочную косу. И для соединения окончательного увожу в исходную точку, сюда, на изнанку. Далее этот край вяжется в полотно итоговой обвязкой. Можно оставить его пока так, не трогать. Теперь мне нужно перенести маркеры центральной части. Те, которые идут по длинному краю овала. Вот форма сумки такая. И сейчас этот маркер я прям двигаюсь по столбикам, которые идут от самого основания. Вот он, этот столбик, маркирую его, центральный. С этой стороны делаю то же самое. На этом этапе нужно вывязать ниши повыше рядами здесь и с этой стороны здесь, чтобы форма сумки примерно напоминала нишу под крепление верхней части. Итак, я намечаю для себя по центральной части. Вывязывается сначала с одной боковой стороны, потом точно так же с другой боковой стороны. Вот он центр. Я отсчитываю 1, во второй в шляпку столбика обвитого вставляю маркер. Здесь ниша начнется, тут совсем небольшое расстояние будет. С этой стороны то же самое. Вот он, маркированный столбик, вот в этот столбик 1, второй в шляпку вставляю маркер. Вязать начну ряд с изнанки, переворачиваю сумку так, чтобы пойти справа налево от маркера до маркера, который только что установила. И сейчас ввожу новую нить с помощью крючка 5 мм, вставляю крючок в маркированную точку с изнанки, еще раз повторюсь, вывожу петлю, фиксирую ее рабочей нитью, столбик без накида первый. Далее край ввязываю в полотно плотно и провязываю по изнанке ряд столбиками без накида. Следующий в окошко. Потом в шляпку столбика. По изнанке он выглядит немножко по-другому, но вот можно проверить себя, посмотрев на этот столбик с лица. Провязываю столбик без накида. Следующий снова в окошко. И снова шляпка столбика обвитого. Прячется край начала под обвязку. И так, чередуя точки провязывания, вставляю крючок то в окошко, то за обе дужки кромочной косы, двигаюсь к этому маркеру. С этой стороны я приблизилась к маркированной точке. В нее провязываю за обе дужки, это шляпка столбика, последний столбик без накида.
Теперь петля подъема, поворачиваюсь на лицевую сторону. Сейчас у меня по этому краю в этой нише нужно будет провязывать ряд столбиками с обвитием. У меня здесь провязана воздушная. Я пропускаю первую точку, в следующую точку провязываю соединительную. Далее, обращаю ваше внимание, вот она, центральная точка сумки. 1, 2, 3 столбик в эту шляпку. Мне нужно провязать столбик с одним накидом. Провязываю. Он промежуточный, сюда обвитие я не провязываю, вместо обвития просто воздушное. Теперь следующая точка от центра 1, 2, 3, она четвертая. То есть с другой стороны мне то же самое, так надо будет просчитать. Накид, основание, шляпку столбика позапрошлого ряда, столбик, полустолбик с одним накидом, и здесь уже возвращаюсь к обвитию с каждого столбика. Снова накид, сюда, полустолбик с одним накидом и обвитие этого столбика. Вот последний столбик в этом укороченном ряду с обвитием у меня должен быть провязан еще раз 1, 2, 3 в четвертый столбик от центра. Я переворачиваю свою сумку здесь от центра 1, 2, 3 в четвертый столбик я провязываю вот в этой точке последний раз, а дальше ряд у меня сходит на нет. Здесь уже точка, которую я маркировала, накид. В основание этого столбика прошлого ряда провязываю последний полустолбик с обвитием. Дальше, чтобы симметрия была выдержана с этим краем, в следующую точку мне нужно провязать полустолбик без обвития. Укоротить немножко нить, вытянуть ее и соединить с этой точкой. Здесь первая кромочная коса, это прошлый ряд столбиками без накида. И увожу в исходную точку, оставляю этот край на изнанке, он также вяжется обвязкой в полотно. Теперь мне нужно связать еще один укороченный ряд. Просчитываю его также от центра. Этот маркер можно удалить, ряд связан. Вот центральный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в седьмой кромочную косу вставляю маркер с этой стороны. Здесь, соответственно, то же самое. Центральный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в седьмой кромочную косу вставляю с этой стороны маркер. Этот маркер тоже пока мне больше не потребуется. Снова точно так же с изнанки прохожу сначала рядом столбиками без накида. Формирую первый столбик, край этой нити сразу здесь на месте ввязываю в полотно. И здесь снова то же самое, маркированная точка, в нее последний столбик, воздушная петля, переворачиваю вязание. Снова можно ориентироваться от центра. Пропускаю одну точку, в эту точку столбик с одним накидом. Без обвития. Воздушная. Со следующей точки начинаются столбики с обвитием. Вот так. Теперь просчитываю от центра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с обвитием. С этой стороны маркирую соответствующий, чтобы не провязать мимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь будет последний столбик, потом ряд будет сходить на нет. Вот до этого маркера сейчас двигаюсь. Вот маркированный столбик, в него провязываю полустолбик с одним накидом и обвиваю его в этом ряду последний раз. Далее в эту точку между двумя маркерами провязываю просто полустолбик с одним накидом без обвития. Укорачиваю немного нить.
Вытягиваю ее полностью. Этот маркер можно удалить, как и этот. Здесь вот в эту точку прошлого ряда столбик без накида увожу нить и возвращаю ее в исходную точку, оставляю на изнанке. Вот такие два укороченных ряда с этой стороны у меня получились. Точно так же, просчитывая точки и столбики, я вывязываю два таких ряда с этой стороны. Здесь у меня заканчивается укороченный второй ряд с другой стороны. Последний столбик с накидом без обвития, полустолбик. И здесь я прохожу соединительной, куда бы мне нужно было соединять ряд и укорачивать нить. Но нить не укорачиваю, а перехожу к вязанию ряда столбиками без накида. В этой точке получается первый столбик. Далее точно так же, как ранее. Столбик в окошко, столбик в кромочные дужки обвитого столбика. Снова окошко, дужки. Где у меня будут ступени, переход от укороченных рядов, мне просто этой обвязкой нужно сгладить так, чтобы не увеличить количество петель. Напоминаю, у меня сейчас 104 петли в круг кромочной косы. Мне это количество удобно для соединения с фурнитурой изделия. Поэтому вот здесь сейчас у меня должна быть сразу эта точка. Промежуточной не провязываю. В любом случае какую-то небольшую погрешность можно будет скорректировать. Вот сюда провязываю столбик. Снова столбик в кромку. Окошко, кромка. Здесь сейчас по ходу, где у меня укороченные края, направляю их по ходу вязания и ввязываю в полотно. Окошко, кромка, окошко. Здесь подтягиваю, кромка. Снова ступенька, чтобы не образовать новых петель, перехожу сразу на кромку ряда, который ниже. Все, край уходит в полотно, так не нужно будет его прятать. Круг столбиками без накида закончился. Укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью и в первую дужку кромочной косы делаю соединение, после чего возвращаю нить на изнанку. Здесь можно сразу спрятать ее с помощью более тонкого крючка. Сейчас изделие немножко кривоватое, хорошенько отпариваю его на этом этапе. В этих точках придаю плавную, аккуратную форму. Далее буду переходить именно к фурнитуре. Я отпарила свою заготовку, она приобрела четкую и очень красивую форму. Столбики распушились, стали более воздушными, но при этом плотными, классно держат ту форму, которую я придала с помощью добавлений. Итак, сейчас убираю в сторону. Напоминаю, по кромке у меня 104 петли, я проконтролировала и просчитала еще раз. По заготовке у меня 68 отверстий. Сейчас, если я сделаю добавление по отверстиям через одно, у меня получится 102 кромочных петли. В любой точке начала буду обвязку делать в одну нить, потому что пряжи у меня осталось совсем чуть-чуть, я даже боюсь, мне не хватит. Поэтому делаю в одну нить, чтобы сэкономить пряжу. Если у вас остается запас, это зависит от плотности вязания, обвязывайте в две нити. Итак, в одну точку я вхожу крючком, провязываю один столбик, в следующую вхожу крючком, провязываю в точку 2 столбика. Вот сюда же сейчас второй столбик. Край начала ввязывается в полотно. Дальше один столбик, соответственно, следующая точка, 2 столбика.
У меня заканчивается ряд обвязки, я не укорачиваю нить. Здесь, как и планировала, сделала добавление через одну. Получилось 102 кромочных косы. Маркерами я уже соединила центральную точку изделия навязанного и обвязки. Здесь на центр, там где кнопка приходится, 2 столбика в одну точку. Вот они как раз и соединяются с центральной кромочной косой изделия. Итак, получается, что здесь у меня 104 кромочных косы, на 2 косы больше. Их я скорректирую здесь, в этих точках. Теперь мне нужно просчитать от центра, как совпадают мои кромочные косы, для того, чтобы сшить их ровно. Вот одна к одной я двигаюсь, понимая, какие соединятся друг с другом. Здесь, 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 здесь и здесь. Вот следующую должна выйти эта петля, вывожу ее. У меня вязаная часть будет как бы над той, которая по фурнитуре. Вот следующая точка и здесь следующая. Подтягиваю, вынимаю нить и соединительная. Снова здесь за обе дужки, там за обе дужки, соединительная. 2 дужки там, здесь соединяю. Вот таким швом аккуратным соединительным будет прошита вся сумка по периметру. Я планировала на равноудаленных точках боковых скорректировать те самые петли, которые у меня лишние. Одну с одной стороны, одну с другую. Вот я понимаю, что по фурнитуре уже ровно боковая часть здесь. И здесь вставляю в очередной раз по вязаной части, я вставляю в уже использованную по фурнитуре. Тогда они скорректировались, все, подтянулись. Я, получается, с вязаной части удалила одну петлю таким образом. И продолжаю шов. То же самое сделаю здесь. Эти точки должны совпасть. Я подхожу к последней точке, подхватываю обе дужки вязаной части, 2 дужки обвязки и вытягиваю нить полностью. У меня как раз закончился 4-й моток пряжи. Если вы вяжете свободней или сумку большего объема, обратите внимание, нити вам может не хватить. Теперь увожу нить на изнанку, где можно ее укоротить и спрятать. Отпариваю изделие в сборе, хорошенько пропариваю шов. Если даже по выкройке немножко сумка не подходила к фурнитуре по изгибу, сейчас после отпаривания все будет идеально. Сумки готовы, они получились просто обалденные, здорово держат форму, имеют кнопку магнитную. Сюда не требуется подкладка, потому что внутри все аккуратно, в оригинале ее тоже нет. Итоговые размеры, соответственно, ширина по размерам фурнитуры 40-42, эффективная глубина сумочки до центра донышка около 31 сантиметра. Изделие очень красивое, фактурное и в тот же момент легкое по весу. Я сделала сразу в 2 цветах. У меня еще в работе будет с черной фурнитурой. Я сейчас еще решаю, какой цвет рафии сюда выбрать. У этой, кстати, рафии черный прям угольный, не серый, не какой-либо еще, и нить матовая. Посмотрите, какой, на ваш взгляд, будет смотреться лучше здесь, с этой черной фурнитурой. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!